Что с вами? Ничего, все нормально. Все нормально? Как дела? Нормально все. Куришь? Курю. Кури. Пока мы не начали. А что будем делать? Да, интересно. Что? Интересно, что будем делать с вами. То есть, А вам как- что, не сказали? Ну, интервью, вопросы, так понимаю, будете задавать. Задавать, не задавать. Надо вопросы задавать. Ну, я думаю, вы вопросы будете задавать, правильно же? Интервью же. А зачем оно мне надо? Не могу знать. А если вы не можете знать, почему я должен знать? Как вы сюда пришли? Ну, ко мне. Что вам сказали? Ну, спросили, кто интервью не давал. Ну вот, я и пришел. Так вы хотите дать интервью? Ну, позвали раз на интервью, получается, да. Можно не давать. И тогда я поеду домой. Я понял, просто есть возможность, я слышал, что с родными пообщаться. Есть. А если бы не было возможности? Я не знаю. Ну ничего же вот страшного в интервью вашем нет, правильно? Не знаю, может и есть страшно. Мне просто интересно. Вот если бы не было возможности позвонить, вы пришли бы поговорить? Не, я вам задам вопрос, вы сможете отказаться. Сказать, я не хочу, и, ну, мы запишем ваш отказ. Зовите, я готов. Зачем вам это надо? Ну, я с родными хотел бы. Не, ну это я понял. Родным хотел бы сообщить. Это что я понял. Жив, здоров. Итого, если бы не было возможности позвонить, то вы бы не общались. Возможно. Так давайте вы не будете звонить. Я хотел бы позвонить. Вы бы хотели позвонить. А зачем вам позвонить? Чтобы сообщить, чтобы хоть не переживали так сильно, как переживают. А что они переживают? Ну, за меня, я думаю, переживают. Вы думаете? Подозреваю. Если не будет звонка, мы можем записать интервью, и вас видят в интернете. Это то же самое. Как вариант, да. Как Ну, вариант. видите, родные, близкие, я так понимаю, у вас на Ютубе канал, правильно? На Ютубе. Ну, родные, близкие по Ютубу не лазят, скажем так. Лазят. Давайте. Возможно. С сложившейся ситуацией, возможно, да. Лазят и ждут. Что вы туда смотрите? Куда? Туда. Там автоматчик сидит, чтобы вы... Ну, я понимаю. Что вы понимаете? Ну, люди же всякие бывают, правда? Всякие Для бывают. вашей безопасности. Зачем вы обманываете? Почему я обманываю? Там сидит автоматчик? Я не знаю, я туда в угол не смотрел. Вы заходили в помещение, увидели, что я здесь один. Я в угол не смотрел, поэтому я это... Вы Можете сказали, что там сидит автоматчик, я подумал, что вы мне утвердили, что он там сидит. Я в угол не смотрел. Посмотрите. Как-то научили... Я не могу вам запретить не смотреть. Нет, научили по сторонам лишний раз не смотреть, поэтому я вот смотрю на пепельницу. Да нет, вы посмотрите по сторонам. Сколько там автоматчиков? Ни одного. Сколько вы в плену тут видели автоматчиков? Я вот только охрану видел, что к дверям подходит, автоматчиков не видел. С автоматом. У охраны есть автомат? Ну, я не видел. Как так получается? Почему у охраны нету автоматов? Ну, не могу знать. Ходят слухи, что вас заставляют
идти на интервью? Нет, не заставляют. Уж предложили отказаться. То есть я сам пришел. До этого предлагали отказаться. Никто не заставляет. Там много еще людей хочет поговорить? Есть люди, я не знаю сколько. До отправки нас было 30 человек, вот до последней. Ну, часть уехала, наверное, которые интервью не давали. Поэтому я не знаю. Старшину можно попросить, он построит, посчитает. Но есть Когда еще вы люди. закончитесь? Не знаю. Это вы из этой десятки? Я да. Я из десятки из этой. Вот нас 10 взяли. Вам воды налить? Нет, спасибо. У вас голос хриплый будет. Да он у меня такой и есть. Потому что разговариваю мало. Чего вы разговариваете, мама? Что, запретили разговаривать? Нет, почему? Ну, настроения как-то нет общаться. Я в основном книги читаю. Спасибо вам, что книги есть. Я в основном читаю. Время провожу за чтением. Что вы читаете? Ну, в принципе, не такая большая библиотека. Какая книга по очереди попалась, такую читаю на данный момент. А американскую книгу читаю, ну, Вы американского аккуратно автора. со словами. Американскую книгу. Ну, американского автора, то есть, ну, такая книга про, там, политическая, в общем, книга про войну с Южной Кореей, как там учитель в политические игры попал. До этого читал фантастическую книгу, фантастику. А до этого, до войны, когда вы читали последний раз? До войны я регулярно читаю. Какой ваш любимый? Стивен Кинг люблю. Читать Стивена Кинга очень. Почти все его произведения прочитал. У него самое лучшее произведение. Он писал его всю жизнь. Знаете, наверное, видели. Фильм «Стрелок» сняли по нему. Фильм сняли примерно по 5 книгам из 7. 1,5 часа фильм идет. Фильм ни о чем, а книга потрясающая. Про тюрьму читали? Тут. Нет, Не читали? про тюрьму не попадалось книг. Почитайте. Ну, как очередь дойдет, обязательно почитаю. Все книги подряд читаю, какие есть. Номер телефона скажите. А куда звонить буду? Или свой? Путину позвоним, у меня есть телефон. Нет, не будем мы Путина. Чего? Зачем? Чего вы все отказываетесь? Боитесь позвонить? Ну, зачем? Что мне даст этот звонок? Что ему даст этот звонок? А вам не интересно его ничего спросить? Ну, он, наверное, все равно правду не скажет никакую. Ничего он там такого не скажет. Вы не хотите его спросить, что вы делаете в плену? Я не хочу его слушать, честно. Слышать его не хотите? Нет. Шойгу наберем. Нет. Лаврова. Соловьева-то ты смотрел дома? Нет, честно, я ни телевизор, ни YouTube, ничего такого не смотрю. То есть я в основном работой занят. Кем ты работаешь? Я слесарь по обслуживанию газового оборудования. Ну, плиты газовые обслуживаю, хожу по квартирам, ну, чтобы безопасно было у людей. Чего у вас дома взрываются? В моем городе, слава богу, нет. Ну, вообще по России как бы случается. Бывает такое. В каком городе вы живете? Новый Уренгой. Да хер знает где. Далеко. На севере. Я понимаю, что на севере. Это недоработка наших военных, что в Новом Уренгое еще ничего не взрывается. Ах, вы про это? Ну, а про что? Что у нас взрываются дома от ваших ракет, а у вас нет? +7. 932. Отправьте голосовое сообщение, что мы позвоним в течение получаса. Алло, Саш, это я. Привет, моя хорошая. В течение получаса мы позвоним. Возьми, пожалуйста, трубочку. Как правильно, позвоним или позвоним?
Позвоним, наверное, все-таки. Вы же читать любите. Ну, вообще правильно, наверное, позвоним. Лингвистически, если рассуждать. Так. Позвоним уже. Видео для обмена. Искаженно уже. Вы готовы? Да. К чему? Отвечать на вопросы на ваши. На мои вопросы отвечать. Ваша фамилия, имя, отчество? Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Акилин Александр Валерьевич. 31 августа 1991 года рождения. Родились вы? Родился я в Алтайском крае, в пригороде города Барнаул. Проживаете? Проживаю в Тюменской области, город Новый Уренгой. Новый Уренгой. Кто вы по национальности? Русский. По вере? Православный. Православный. Вы сказали, что готовы отвечать на вопросы. Да. Какие вам вопросы задавать? Ну, какие нужны для вашего интервью? Мне ничего не надо. Мне не надо. Я могу рассказать вашу историю. Ну, во-первых, я ее знаю. Я ищу вас. Вы на этом видео же есть? На котором? Видео для обменного фонда Дмитрия Владимира. Вот я следующий, по-моему, будет. 54, квартира 272. Полк 1231. Вот это я. Рядовой Акилин Вот Александр это я. Валерьевич. Александр Валерьевич. Сейчас тут должны быть ваши фотографии. Это не вы. Это не вы. Это вы? Меня тут нет пока. Мне интересно, там будут ваши военные фотографии? Это вы? Нет. Ну, вряд ли там где-то мои военные. Почему вы фотографии. думаете, что вас нету? Да я практически не фотографировался. Не фотографировались? Вы, наверное, какой-то спецагент, если у вас нету фотографий. Нет, я не спецагент. Чем вы докажете? Доказать я этого не могу. Я обычный мобилизированный. Как вы сказали, вы обычный... Мобилизированный. Вы неправильно говорите это слово. Да, нету ваших фотографий. Мобилизованный, без буквы «Р». Вы говорите, что вы русский язык читаете. Ой, ну, в смысле книги. Ну, я такое этого слова раньше никогда не читал. Давайте сделаем экспромт, блиц. Я устал общаться. Население России. Я не знаю население России. Население Украины. Тоже я не знаю. Население планеты Земля. Тоже не знаю. Сколько у вас федеральных собраний этих округов? Округов, если по регионам, 89 должно быть регионов России. Что вы знаете про Чечню? Про Чечню? Ну, Чечня это один из регионов России, который присоединился там, не знаю, когда, наверное, в 2000-х годах. Это было. Знаю, что там война была. Что, воевали? А, Почему воевали? не знаю. Первое название, как сейчас Ленинград называется? Ну, сейчас называется Санкт-Петербург.
А до этого как назывался? До этого Ленинград назывался. А до Ленинград? Петроград, по-моему, если не ошибаюсь. Петр Первый его построил. Стоит город на сваях из лиственницы, на болоте, насколько знаю. О чем же с вами поговорить? О чем с ним поговорить? Вот пишут не те вопросы, ни о том, ни о сём. Что вы закончили? Я 10 классов закончил в школе. Дальше я ушел в училище. Как это 10 классов? Что не 11? Ну, я в 10 классе учился на надомном обучении. У меня там травма после аварии была. Просто чтобы этот год не терять, чтобы какое-то образование получать. То есть я на дому 10 класс учился. Ко мне приходили учителя. То есть у меня был аттестат о 9 классах. То есть я этот год мог просидеть дома, а мог как бы получать образование. То есть я выбрал как бы образование получать. То есть что этот год проучиться. В 11 класс не пошел, испугался очень экзаменов, вот, который ЕГЭ был, испугался его. Сейчас как бы думаю зря, но у меня среднее образование закончено, то есть я в училище далее получил среднее образование, специальность, ну, и все равно пришлось это ЕГЭ сдавать. Какая специальность? Специальность у меня, я сварщик по образованию. Как тебя мобилизовали? Можно на ты? Да, конечно. Пришла повестка на работу. С работы пришла повестка, то есть вот на работе вручили. Там какое-то время, не помню, что-то в районе 1,5 дней у меня было, чтобы там до явки, в общем, по повестке, пришел по повестке. В указанное время, в указанное место, там прошла медкомиссия, ну там кровь взяли, там сердце посмотрели, что-то еще. Достали, посмотрели и положили назад? Да нет, аппарат подключили, вот этот, не знаю, как ЭКГ правильно называется, наверное. Наверное. Угу. Вот, подключили аппарат, посмотрели, проверили здоровье. Здоров? Если честно, нет. Я думаю, после 30 лет здоровых людей не бывает абсолютно. То есть, у меня с давлением проблемы. С давлением у всех проблем. У меня проблемы с давлением. Какое у вас давление? Космонавт. Вы еще не сказали? На данный момент не знаю. Но вообще как бы завышенное у меня давление. Ну сколько на сколько? Ну, бывает до 165 Так, на 100 поднимается. Я как бы себя не очень хорошо в такие моменты чувствую. Херня это все. Семья, дети? Детей нет. Как-то вот не получилось пока. Семья есть, супруга. Кем она работает? Она тоже в газовой сфере работает, в одной организации работает. Как так получается, что ваша Година торгует газом на весь мир? Львиная часть доходов страны от газа, а Самарашка очень мало газифицирована. Вот этого я знать не могу. Ну, как бы да, есть такой момент, что в России, в деревнях, особенно во многих деревнях до сих пор люди как бы дровами там обогреваются. В большинстве случаев. Да. Не газом. Ну, это не то, что там редкость, исключение. А в большинстве случаев газа нет. Да. Давайте подумаем, почему так. Я этого знать не могу. Может быть, какие-то сложности с протяжением труб есть, но навряд ли, я думаю. Вы реально говорите сложности с протяжением труб? Я думаю, что возможно. То есть в космос полететь не проблема, а трубу проложить проблема? Ну, все-таки думаю, да, что не проблема трубу У проложить. меня есть ответ на этот вопрос. Вы почему-то боитесь позвонить вашим царям, вождям. Ответ следующий. Потому что вашим царям и вождям насрать на ваших людей. Есть такой вариант? Ну, возможно. Возможно. У нас интервью будет под углом «возможно». Я даю. Почему вы не хотите позвонить никому? Давайте позвоним в ваш военкомат. Не хочу с ними общаться. Почему?
Почему я хочу вам? Я надеюсь, лично все-таки туда Ничего вы зайти. не сделаете лично. Ну и с вами мы как бы ничего уже не изменим, поскольку я тут. Почему вы считаете, что, ну, во-первых, даете ответ за меня, вы не знаете, что я могу сделать, а что я не могу сделать. И почему почему у вас вся страна вот такая? Возможно, мы простые люди, мы ни на что не влияем, мы ничего не можем сделать. Я лично скажу, ни хрена вы лично делать не будете. Это я авторитетно заявляю. Зачем вы пробуете обмануть? Я же смотрю на вас, я вижу вас насквозь. Если бы вы были у меня там первый, второй, третий, пятый собеседник, возможно, ваше слово, я бы мог ошибаться. Но к моему большому сожалению, вы уже там 500, 600, не, наверное, 700 уже военнопленных со мной пообщалась. Со мной и с Вовой. Сколько вам лет говорили, если... 31 год. Я не успел закончить вопрос. Извините. Если не пойдете служить, насколько вы присядете? От 10 вроде что-то до 15 говорили. Почему вы не проверили правдивость этой информации? Ну, зная как бы законы, да, то есть... Вы знаете законы? Ну, зная вот этот закон, да, то есть я не сомневаюсь, что наше государство примет меры, Возможно, чтобы исполнить этот закон. К сожалению, вы не знаете законы, потому что вас не садят. У вас админ, штраф. Вы утвердили, я знаю законы. Давайте поговорим о законах. Просто я как бы... Зацитируйте тот закон. Я не могу его зацитировать, я как бы... Вы его читали? Да, нам его где-то озвучивали. Ну, вот. Вы его не читали? Сам я не помню, если честно. Читал я его или нет. Я утверждаю, что вы его не читали, потому что если бы вы его читали, вы бы сейчас сказали, да, я помню, что я его читал. Правильно? Опыт. Почему вы верите всему, что вам говорят? Что вам говорили по телевизору здесь происходит? Я, если честно, телевизор не смотрю практически. Но по телевизору у нас сильно не распространяется. То есть, что там где происходит. Не, я именно говорю про Украину. Что вы знали про Украину до момента, как сюда приехали? На самом деле ничего практически. Вы поехали воевать в страну и даже не доусужились почитать что-нибудь? Ну, я как бы, честно, воевать не собирался. Нам объясняли в военкомате, да, то есть и далее позже, что мы будем на территории России, там где-то на границах стоять и так далее. То есть, что непосредственно участвовать мы будем. Никто нам не говорил. Ну, как бы об этом и не думал. Обманули, получается? Наверное, думаю, да. Получается так. Они даже обманутые пробуют преподнести это в какой-то красивой конфетке, что не все так типа, не все же однозначно, да? Обманули-то не до конца или до конца? До конца получается. Почему вся страна построена на лжи и на какой-то левой пропаганде? Ну, я этого знать не могу, не я ее строил. Вы удобный гражданин для своего царя? Думаю, да. Почему? Потому что я, скажем так, никаких нарушений там, да, внутри страны там не производил никогда, там закон там, да, соблюдаю, то есть На самом деле работаю как бы исправно, на самом деле никто это не плохо. ядец. На самом деле это плохо, что вы ничего не нарушали и не сидите. Потому что если бы вы сидели, вы бы почти бесплатно работали. Вы гораздо удобнее для страны в сидящем положении. Вы бы работали почти на халяву. Сколько вы получали на гражданке до войны? 60-70 тысяч рублей. Так бы вы работали за 2500. Как вы думаете, это лучше, чем
Ну, для меня нет, но для кого-то... я Понимаете идею? Сколько у вас человек сидит в тюрьмах? думаю, я не знаю, довольно много. Ну, как вы думаете? Ну, тысячи, я думаю. Тысяча. Тысячи. Я не знаю, Тысячи. Сколько тысяч. тысячей? Я не знаю. Ну, придумайте число какое-то. Ну, пусть будет там, наобум, пусть будет 100 тысяч. Наобум. Тогда я усложню. Как вы думаете, какое все-таки население вашей страны? У нас будет познавательно для всех, кто смотрит из Рабзии. Посмотрите это интервью. Возможно, вы узнаете много чего интересного. Его история ясно, понятна. Кинули, обманули, не тренировали. Сказали, буду сидеть в ТРО на границе. Номер части какой у вас? Сейчас, 4 цифры или 5 цифр? по-моему, 5. 5 цифр. То, что его обманывали в военкомате, они знали, что он будет пехотинцем или там мотострелком каким-то. То, что у них есть 4 цифры в части и 5 цифр в части. 4 это типа тероборона, но их тоже позже потом делают пятизначными частями боевыми и идут они в атаку. Да, население, как вы думаете, вашей родины сколько? Я не знаю, думаю. Наверное, в районе более 100 миллионов, я думаю. Более 100 миллионов. Давайте еще точнее как-то. Не могу точнее. 140 миллионов вас устроит? Да. Как вы думаете, население Украины какое? Думаю, до 100. Думаю, ну, примерно, может быть, миллионов 60, может быть. 40 80. миллионов до войны, потому что много выехало. Возвращаемся. Если у вас 140 миллионов человек, сколько у вас сидит? Тысяч. Ну, я не знаю, тогда в районе, может быть, миллиона сидит. Не знаю. Вы правильно угадали, в районе миллиона сидит. Это много или мало? Довольно много. Угу. Сколько у вас армия? Не знаю. Миллион. Это я к чему говорю? К тому, что миллионная армия уже закончилась. Кто побеждает в войне сейчас? Я не знаю. Давайте, возможно, вы прикинете, сопоставите какие-то факты, поднимите какие-то данные из головы, из новостей и скажете, тем более вы очевидец этих событий. Вы были на фронте, вы были в атаке, были в засаде, попали в плен. Я не могу сказать общую ситуацию, поскольку в новостях не факт, что говорят правду. Вы подозреваете, что по новостям говорят неправду? Возможно. Я не могу знать на самом деле данную ситуацию, кто побеждает, кто На проигрывает. том участке фронта, где вы воевали, кто там побеждает, кто проигрывает? Наши войска, я думаю, проигрывают на том участке, где находился. Прикиньте, мы впервые услышали правду. Вы очень аккуратно, потому что вы не можете дискредитировать свою армию. В курсе, да? Да ладно, расслабьтесь. Ничего с вами не будет. ФСБ там поработает с вами, да и все. Что-то я хотел сказать, что-то я забыл или не забыл. Когда вы попали в плен? 11 числа апреля. При каких обстоятельствах это было? Находились в подвале на позиции.
закидали дымовыми шашками, дышать было нечем. Потом кидали в нас гранаты. Ну, просто дышать нечем. Я вышел из подвала, уже, можно сказать, чуть ли не теряя сознание. И вот меня вот взяли в плен. Какое задание вы выполняли? Наблюдал, на позиции находился, то есть Ну да, вы были на позиции, это я понимаю. просто на наблюдение. Никаких, У вас погибло 2 человека. да, я знаю. За что эти люди погибли? Я не знаю. С кем вы воюете? Против Украины, получается. Да, против Украины. А что получается? Зачем вам эта война? Кто ее начал? Я не знаю. Я точно не начинал. Вы точно не начинали, это я понимаю. Но все-таки вы не пробовали ответить на вопрос, кто на кого напал? Украина напала на Рабзию или Рабзия напала на... Получается, российские войска вошли на территорию. Говорите громче, пожалуйста. Российские войска вошли на территорию. Да, зачем они это сделали? Я не знаю. Вы же российский солдат, вы должны знать цель войны. Я не знаю. Вы понимаете, что вы сейчас выглядите как ребенок, который не знает вообще, что происходит? Понимаю. Это нормально? Наверное, нет. Мне за это стыдно, что я... Вы реально не знаю, знаете или вы морозитесь? Я не знаю. И вы не пробовали ответить на этот вопрос, вы полгода воевали. Вы за полгода не разобрались, что происходит? Да я не воевал я полгода. Я вот первый раз пошел на позицию, и вот так вот получилось. А так я просто, скажем так, проживал большую часть в России. А потом нас привезли, когда за границу. Когда вас привезли? После Нового года в 23-м году попали мы на территорию вот Украины и просто проживали. По селам жили, в хатах? Ну, получается, да. Да, мародерили? Нет, ни в коем Ни случае. в коем случае. Вы не мародер? Нет, мы не мародеры. А что вы жили в частных домах? Нас привезли, сказали, вот живете здесь, то есть я А вы как не военный сам могли туда. спросить, а почему мы живем в частном доме, где есть личное имущество людей? Вас это не смутило? Мы жили в доме, там, в принципе, имущества никакого не было, дом был брошенный. То есть нас туда поселили, насколько я знаю, то есть с разрешения Вам это сказали тупо, хозяев. что с разрешения. То есть мы там ничего... Вы военный человек, да? Получается так. Вы вообще человек? Да. Слава богу, что тут у нас без получается так. Потому что если бы еще на вопрос вы человек, получается так. Получается так. Я задавал вопрос, вы начали на него отвечать, я перебил, как всегда. Почему вы не хотите не позвонить куда-то своим руководителям? Просто не желаю. Не, я понимаю, что так почему не желаете? Ну, есть же ответ на вопрос, почему. Не знаю. Не знаю, не помню, не видел. Зачем это все? Как? Не знаю, почему. Где? Отвечу на 3 ваших любых вопроса. Ваша жена пока не ответила, не прослушала даже. Буду звонить, пока... Она может не прослушать на работе быть. Кем она работает? Нога, ну. Ну, тоже в газовой сфере. Там, Сегодня выходной. обслуживание. А, у нее выходной?
Я не знаю, Ну, я предполагаю. я просто дня недели даже. Сегодня суббота. Выходной у нее? Да, должен быть. Занята чем-то ваша жена? Я спросил вас, почему вы удобный гражданин. Вы сказали, что вы хороший, потому что не задаете, ну, не нарушаете общественный порядок. Я вам сказал, что это плохо в формате рабзии не нарушать. Имеется в виду, почему вы хороший для своего царя? Имеется в виду, который не задает вопросов, не знает истории, не знает ничего. Вы хоть оккупант, вы это понимаете? Вы знаете определение термину оккупант? Ну, так, примерно. Расскажите примерно. То есть человек, который там вторгся куда-то, да, то есть и что-то хочет отнять. Наверное, вот так получается. Громче говорите. Да, это тот, кто захватывает чужую территорию. Вы оккупант. Ну, это вы вторглись на территорию моего государства и, ну да, собственно говоря. Поэтому тут в этом сомнений нету. Можете объяснить, почему у вас на центральной площади страны лежит труп, и на него ходят люди смотреть? Я не знаю. Там, я насколько слышал, даже подписи там какие-то люди собирали, чтобы захоронить тело Ленина. Ну, оно как-то к памятнику приравнено. Я не знаю, почему и кто это придумал. Ну это прикольно. На самом деле это как-то диковато. Что вот всех людей хоронят там, да? То есть, а тут вот человек и лежит непохороненный. Помимо, нет, таких... Он как к памятнику, я так понимаю, приравнен. Да какая нахрен разница, к чему он приравнен? Трупы вы свои тоже не хороните. Вопрос не в похоронить и не в похоронить. Вопрос в другом. Почему другие люди за деньги ходят смотреть на труп другого человека? Не знаю, и я бы не пошел. Никогда не ходил и не пошел бы. Почему во всем мире такого нет? Я не знаю. А если подумать? У меня нет ответа. Но если во всем мире не делают, ну я не говорю про всяких там мумий, там египетских там чуваков, которые там в саркофагах лежат. Потому что для всего мира это считается дикостью. Только там некроманты ходят молиться и трогать труп другого человека. Это же ненормально. Это ваша страна. Я звоню 3 раза, она 3 раз не берет трубку. Будем звонить на обычный телефон. Раз такая песня. Да. Она знает, что вы в плену. По-любому. Надеюсь. Ваше видео она, думаю, 100% видела. Звоню на обычный номер. Здравствуйте. Вас приветствует автоответчик. К сожалению, вызываемый абонент сейчас не может принять вас. Телефон выключен? Правильный номер? Да, верный. Есть еще какой-то номер? Нет. Ну, родителей там. Я номеров не помню. Вас приветствует Ну, автоответчик. родителей у меня мамы К нет. сожалению. С отцом я не общаюсь. Чего вы с отцом не общаетесь? Ну, развелись у меня родители давно и не очень хорошо. В общем, не общаюсь с отцом.
Брат. Нет, брата. Короче, у нас такое, никакое интервью получилось. Человек, возможно там, возможно сям. С историей у вас тоже не алё. Связаться мы не можем. У нас по традиции, если она ответит, то я, когда буду в следующий раз в тюрьме в этой, дам прослушать, что она ответит. Ну, как бы мы же не будем сидеть ждать. Да, конечно, понимаю. Ну, то есть 30 минут мы пробуем дозвониться, и ничего не получается. По традиции военнопленный у нас обращается к своим землякам, если считает нужным. Ну, вы как минимум голосовое сообщение отправили, она будет знать, что вы живы. Угу. Напишите ей голосовое. Вы уже звонить ей не будете, Я но понял. голосовое ей отправьте. Алло, дорогая, это я. У меня все хорошо. Я, если ты не знаешь, нахожусь в плену. Вы не говорите место и не говорите с кем. Я не знаю Хорошо. места. Вот. В общем, я нахожусь в плену. Это через какое-то время меня обменяют. Не могу сказать сколько. Не так это быстро. Но в любом случае, со мной все хорошо. Не переживай, пожалуйста. Люблю тебя. Будете обращаться? Нет. Не буду. На этом все. Как бы. Спасибо. Что-то как включил запись, диалог пропал. Страшно? Страшновато. Чего? Все, не знаю, честно. Я уже, Что ты уже? не знаю, всего боюсь на свете. Например, чего ты боишься на свете? Не могу даже сказать. Пепельница. Так а что с тобой может быть? Уже все самое плохое прошло. Все, что могло быть, уже все. Не знаю, что впереди будет. А что будет впереди? Поменяю тебя и поедешь домой. Если умным будешь, второй раз не пойдешь. Вы знаете, что происходит с теми, кого обменяли дальше? По идее, они в госпитале какое-то время. Потом их отпускают. Наверное. Или обратно отправляют. Обратно. Или отпускают. Ну ты как думаешь? Я не знаю. Поэтому я прошу, чтобы кто-то связался. Понимаешь? Самому интересно. А были такие ребята, которые второй раз сюда попадают? Встречались вам? Был один. Чего ты на камеру не хочешь разговаривать? Я не то чтобы не хочу. Ты реально не знаешь то, что я спрашиваю? Правда не знаю. Знал бы, я бы отвечал. Я не знаю ни населения России. Как так может быть? Но я не интересуюсь такими вещами. Ну это же твоя сторона. Что значит я не интересуюсь? Ну, вот так вот. Я вот маленький винтик в большом механизме страны. То есть, ну, на самом деле, мне даже не интересно, сколько там Ты был за границей где-нибудь? винтиков. Никогда не был за границей. А хочешь? Нет. Почему? Посмотреть, как другие люди живут? Чего не хочешь? Это, по-моему, обычная, нормальная. Там, на самом деле, я такой человек, что я как бы не люблю покидать, скажем так, вот комфортную свою зону в моем городе. Комфортно я, в принципе, никуда больше не хочу. В моем городе я могу поехать там, допустим, на Алтай к дедушке, да, то есть там есть где отдохнуть, там есть где порыбачить и так далее. Мне, в принципе, ничего больше не надо. Я там не хочу, нет у меня такой тяги, что там на море съездить или еще куда-то. То есть у нас есть соленые озера, есть горы в Алтае. То есть, если отдохнуть, можно в горы съездить, можно на соленое озеро.
приехать. Там другого берега не видно, тоже море. Также ложишься. Купаться можно? Конечно, ложишься на воду и также лежишь. И при этом там нет никаких вот этих страшных там ежей морских, вот этого всего. То есть, Каких нахер страшных ежей морских? ну, на него наступишь, на этого И что? морского. Не наступай. Ну, а так кто его знает, где он там лежит, если море У его тебя на дне, может, и не видно. Ну да, Фобия моря, потому что Да, там я- еж? ну, я боюсь, да, допустим, на какой-нибудь ежа наступить, какая-нибудь там медуза ужалит, мало ли там какой гадости. А у нас вот соленое озеро, там ничего не водится. Там просто ничего нет. Есть маленькие Можно рачки. ложкой воды захлебнуться, если неправильно попить. Это я знаю. Такая себе история. А что ты не хочешь позвонить в военкомат? Ну, хотя, ну, что я у них спрошу, меня спросить, ты у них... Бля, ты у них спросишь, как есть на самом деле. Какого хера я вообще в плену нахожусь? Почему вы меня наебали? Не интересно тебе? Почему вы все боитесь? Все. Они сошлются на дальнейшее руководство и... Давай дальнейшему руководству позвоним. Не хочу я с ними Почему общаться. вы все боитесь? Почему вы запуганные, боитесь всего, что можно? Вы как были крепостными, так и остались крепостными. У вас только поменялась вывеска. Царь сняли, повесили президент. Знаешь, как у нас пишут в комментариях? Мы боремся за свою свободу и независимость, вы боретесь за то, чтобы остаться рабами. Это правильно пишут? Я не знаю, я... Ну ты ж раб в чистом виде. Ну, я дома, у меня есть свобода. Как бы я... Какая у тебя свобода есть? А ну расскажи, можешь ты выйти с плакатом? Нет, нельзя Все? с плакатом выходить. А как же ты только что кричал «Свобода»? Ну, меня... Ты можешь выйти и сказать «Путин хуйло»? Нет. Почему? Нет. Незаконно президента оскорблять. О, и с плакатом незаконно. Ты мог не поехать на войну? У вас войны-то нет. У вас специальная военная операция. Ты в курсе, что Да. мобилизовать нельзя, когда нет войны? Нет, я этого не знал. А почему? Ты идеальный, как ты говоришь, механизм вашей рабзии, который крутится и не задает никаких вопросов. Но только проблема в том, что вот этому всему организму насрать на одно колесико и на остальное. И когда нужно тебя взять и отправить умирать, тебя достали, не подумав о том, что ты маленький механизм и колесико, и отправили. Я же взял твою модель, правильно? Ты сказал, что ты маленькое Да, колесико. все верно. Это большой механизм, едет на этих маленьких колесиках. И по твоей логике, если взять колесико, то механизму будет плохо. Правильно? Ну, я... Ну, ты не то колесико, которое влияет. Но это колесико заявило, что дома я свободный человек. И первая же моя фраза, ты можешь выйти с плакатом «Нет войне». Ты сказал нет. Это правда, ты не можешь, потому что тебя посадят. Ты можешь спокойно сесть и поехать в любую другую страну? Имею загранпаспорт, имею средства на это, да? То есть нет. Потому что тебе не дадут загранпаспорт. ФСБ ваше не даст тебе загранпаспорт. Свободно говорить ты не можешь. По улице ходить свободно ты не можешь. С плакатом. Просто даже есть ролики, как люди выходят просто с белым листиком и их пакуют. Видел их? Нет. Показать? Да я вам верю. О какой свободе ты говоришь? Ты голосовал? Нет. Когда ты голосовал в последний раз? Когда там в местную... Я за ЦА. За президента имеете в виду? За ЦА, да. За президента я не голосовал в это время. Когда выборы были, не помню чем. Или за городом был где-то. В этом же и есть ваша проблема. Ваша, всех вас. Вы все говорите, я не голосовал. А как же тогда хулу ваше выбрали?
Ну, есть же, наверное, люди, кто голосовал. Угу. Только кто-то почему-то все говорят, мы не голосовали, но хуйло победил. Все как и ты. Мы знаем, что говорят люди. За нас все решили, правильно? Так же вы говорите. Мы ни на что не влияем. Ну, и я этого знать не могу, влияем мы или нет. Я все-таки надеюсь, что мы на что-то влияем. На мы что? влияем. На что ты влияешь? Ну, все-таки, что выборы честные. Я надеюсь на это. Я смотрю на тебя, ты такой наивный или ты такой простой, или как это работает? Ну, я обычный простой человек, то есть... Я обычный простой человек. За что вы воюете? Ты как солдат. Тебе же должны были сказать, что ты поедешь домой, когда произойдет двоеточие. Вот когда у вас победа считается? Я не знаю. Тебя силой сюда пригнали? Ну, я считаю силой, потому что ты этого не хотел. Или ты хотел? Я не хотел. Мне пришла повестка. Повестка. Обманом. Сказали, что ты будешь где? На границе. В 4-м эшелоне. Да? Ну да, что-то такое. У вас все построено на лжи. К этому добавить еще несменяемость власти, потому что сколько ваш царь уже за рулем? В районе 20 лет. 23 года уже. За рулем ваш царь. У вас власть не меняется. И власть порешила, точнее царь порешил, что пойдем-ка мы повоюем. Чечни не хватило, Грузии не хватило, второй Чечни не хватило, Дагестана не хватило, Афганистана не хватило, Сирии не хватило. Вы воюете всю жизнь. Такими вот, как ты. Простыми механизмами, колесиками. А к этому добавить лежащий труп на Красной площади, куда зомбаки идут за бабки посмотреть на него. Какая картинка лепится? Такая себе. Такая себе. И вы как стадо сидите. Сколько должно еще сдохнуть ваших, чтобы вы там зашевелились? Я не знаю. Я не знаю. Это мажорная нота или минорная? Знаешь разницу? Нет, я в этом не понимаю. Во всем вы ничего не понимаете, ничего не разбираетесь. Не смею вас задерживать больше. Если она ответит, то вы про это узнаете. Спасибо. Пожалуйста.